А я сейчас вам покажу, как мы тут все живем без творога. Что-то творога захотелось. Иногда приходят в голову такие мысли, когда возникает бешеное желание слопать целую тарелку. И желательно с кусочками фруктов, да со сметанкой. Но его невозможно приобрести просто так в супермаркетах в том количестве, в котором хотелось бы купить тебе. Об этом я упоминала в своем прошлом видео о кисломолочке в Японии. То есть творог в продаже есть, но его как бы и нет, потому что 200 грамм стоит почти 500 йен, а это очень дорого. Как же мы, бедненькие, живем без молочки? А вот как. Мы его варили, варим и будем варить. Рецептов приготовления домашнего творога очень много, но я продемонстрирую, из чего его делаю я. А для этого мне нужно всего лишь сходить в супермаркет и купить 10 пачек вот такого Бифидо Супрем йогурта, что значит несладкий йогурт с бифидобактериями. Одна пачка такого йогурта весит 450 грамм и стоит около 147 йен, включая налог. Конечно, в супермаркетах продаются йогурты и подешевле, ценой 100 йен за одну пачку, но обычно такие йогурты весят на 50 грамм меньше и у них слишком кислый вкус. Мне нравятся именно эти бифидо-йогурты, потому что творог из них получается очень нежный и вкусный. У нас получилась примерно вот такая кастрюлька, вот такая масса. Теперь нам надо поставить ее на огонь и будем делать творог. Йогурт очень хороший и очень вкусный, кстати. Так, поставили на плиту. И сейчас нужно подождать, пока не будет образовываться желтенькая сыворотка. Как только сыворотка поднимется на поверхность, нужно будет начать помешивать творог, чтобы он не пригорел. Нагревать творог следует на маленьком огне, потому что он может, во-первых, пригореть к днищу. Даже вот в такой вот посуде, как эта, он может пригореть. Поэтому нужно ставить на маленький огонь и потихонечку нагревать его, помешивая. Но это делать нужно тогда, когда уже будет выделяться сыворотка на поверхность. Сыворотка уже на поверхность поднялась. Мы начинаем медленно помешивать, чтобы немножечко разбить вот эти куски йогурта. Вот уже, кстати, и творог образовывается. Это вот со дна поднимается, поэтому его надо помешивать. Огонь я убавила, и вот здесь, вот с этой стороны уже начинает отслаиваться сыворотка и сам йогурт. Вот. То есть уже все превращается в творожную массу. Надо немножечко помешивать потихонечку, чтобы не разбить сильно кусочки творога. Ну и вот, собственно, весь процесс. Творог уже практически готов. Я думаю, вот еще где-то секунд 20, и можно уже снимать с огня. Творог уже готов. После того, как его вскипятишь, его нужно очень хорошо остудить, потому что когда будешь процеживать через сито, есть вероятность, что он процедится весь вместе с сывороткой. Его будет очень мало, поэтому нужно подождать, пока он остынет, и пока сыворотка, вот она, не поднимется наверх. Сейчас уже творог достаточно спрессовался, сыворотка отделилась от него, он хорошо остыл, и можно его процеживать. Вот про что я говорила, собственно. Вот творог отделился, он плотный, и его хорошо сейчас перекладывать, он прямо такими кусочками будет перекладываться в сито. То есть вот раз, и все, вот он кусочком лег. У меня обычное вот такое сито для рамена, но мне в нем удобно очень процеживать творог.
Обычно, если я покупаю 10 вот таких пачек по 450 грамм, у меня с 10 пачек вот такого йогурта у меня выходит кило 300. Ну, это дешево. Это дешево, нежели покупать в магазине по 500 йен 200 грамм творога. А так за 1500 у тебя получается кило 300. Ну, естественно, в этот раз я положила меньше, потому что у меня вот такая маленькая кастрюлька. Обычно я в такой вот большой кастрюле варю. А у меня в этот раз у меня эта кастрюля была занята, и мне что-то было лень перекладывать там вот это все. Я сделала мало. Ну, не знаю, вот сколько пачек 6, сколько, да, пачек 6 положила, и вот у меня практически где-то, я так думаю, грамм, даже потом можно будет взвешать, грамм, я думаю, грамм 600 у меня получилось. Все, сейчас это все процедится, и потом его аккуратно можно выложить в какую-либо посуду. Я выкладываю в стеклянную посуду, и можно уже кушать. Так, ну вот у нас весы, тара. Сейчас посмотрим, сколько у нас получилось творога. Творог хорошо спрессовался, вот. Получился вот такой вот хороший. Поэтому сейчас мы взвешиваем, сколько у нас получилось с 6 пачек. 7 пачек. 7. Вот с 7 пачек сколько у меня получилось. Ну, 700 грамм, я так думаю. Вот он прям такой рассыпчатый, такой творожочек. 868 грамм с 7 пачек. Ну, это круто. Вот такой вот творожок получился. Даже 879 на ложку еще прилипло. 879 грамм получилось с 7 пачек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Одна пачка у меня была неполная. Там было на дне буквально. Получается с 6,5. Но я считаю, что это очень хорошо и недорого, бюджетненько. Все, накрываем, ставим в холодильник. Творог готов.